Добро пожаловать на наш канал. Сегодня поговорим про французского художника, который специализировался на картинках с обнаженными красотками. Жюль Жозеф Лефевр. Художник, специализирующийся на написании картин с очаровательными дамами, выполненными в стиле классической салонной живописи, иногда одетых, или, если необходимо было написать портрет какой-нибудь богатой заказчицы, или обнаженных под фиговым листом мифических героев, всевозможных наяд и богинь. Он черпал вдохновение в работах итальянских художников-маньеристов. Стоит отдать должное изысканной технике и красоте, с которыми его картины были созданы. Хотя справедливости ради следует сказать, что они несколько однообразны. Лефевр не особенно стремился к поиску чего-то нового в живописи, его вполне устраивал и нынешний статус салонного живописца. Благо его картины всегда находили покупателей. Лефевр родом из бельгийского городка Турне, который в то время находился под юрисдикцией Франции. Отец Лефевра был пекарем, семью свою обеспечивал, однако о богатстве приходилось только мечтать. Человеком он был амбициозным, увидев, что сын проявляет недюжинные способности к живописи, посоветовал тому отправиться в Париж, учиться на художника. Юный Лефевр был такому решению отца только рад. Всю жизнь печь хлеб и булки ему не особо хотелось, а вот живопись совсем другое. Тем более, что он поехал в Париж не с пустыми руками, а с рекомендательным письмом епископа города Амьена. Вначале он оттачивал мастерство пейзажа у художника Канье, а потом поступил в Парижскую школу изящных искусств. В 1855 году представил на Парижском салоне свою первую значимую картину, которую написал специально для салона. Но художественным критикам не было дела до не особо выделяющейся работы начинающего художника. Потому, проглотив обиду, Лефевр продолжил учиться и писать картины. На сей раз он замахнулся на римскую премию, которую вручали молодым художникам. Победитель получал возможность за казенный счет съездить в Италию, изучить работы старых мастеров. Импрессионисты в Париже пока еще не заявили о себе, а лучшие классические картины находились в Италии, куда все художники и мечтали поехать, чтобы увидеть их своими глазами. Однако лишь спустя 6 лет после парижской выставки его картин «Смерть Приама» была удостоена первого места. Пять лет провел Лефевр в Италии, изучая работы итальянских художников. Особенно его поразила картина маньериста Андре дель Сарто. Их он тщательно копировал, стремясь досконально изучить манеру этого художника. В Италии Лефевр увлекся и написанием обнаженной натуры. Благо достойных примеров было предостаточно, но его первые картины в жанре ню были разгромлены критиками. К неудачам на творческой стезе добавились и личные трагедии – смерть отца, матери и родной сестры. Было от чего впасть в отчаяние. Спасло творчество. Он отошел от академизма, сделал акцент на женской красоте, идеальных фигурах, обнаженных нимф и богинь. Его работа на эту тему принесла художнику первый заметный успех у публики. Потом была картина «Истина», выполненная в аллегорическом ключе. На ней обнаженная девушка держит зеркало, которое эту саму истину и символизирует. Публике понравился контраст между идеальной фигурой девушки и черного фона, еще лучше подчеркивающего каждый изгиб ее тела. На картине не было ничего лишнего, женская фигура стала основой, а не частью масштабной композиции, как было принято обычно в академизме. Лефевр понял, что наткнулся на золотую жилу. Многие его работы были выполнены в подобном ключе, по сути дела, являясь вариациями истины. Менялись названия, лица девушек, но суть оставалась неизменной – красивая обнаженная дама, которая является центральной на картине. Лефевр стал популярным, потому и недостатков в моделях не наблюдалось. Ему позировали дамы полусвета и даже дочка Ибон. В 1870 году Лефевр стал преподавать в Академии Жульена. Писал Лефевр и обычные салонные портреты, за один из них был удостоен первого места на Всемирной выставке. А в 1899 году стал кавалером ордена Почетного легиона, высшей государственной награды Франции. Умер Лефевр на 75-м году жизни, оставив после себя богатое творческое наследие. Так, несерьезные, по мнению некоторых художественных критиков, картинки, восхваляющие женскую красоту, принесли художнику почет, славу, деньги и уважение. Возможно, для этого нужно было просто искренне любить женщин и живопись, как это делал Жюль Жозеф Лефевр.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.